Всем привет! Сегодня пятница, с чем вас и поздравляем. Город Буэнос-Айрес. Весна, но практически уже переходит. У нас весна быстро превращается в лето. Так что тут может быть, так сказать, пару недель будет чисто летний период. А может и нет. Все расцвело. Жакаранды цветут. Сейчас увидим где-то. Я пойду покупать жесткий диск сейчас для ремонта компьютера. Ездили только что по делам, вернулся 40 минут, наверное. Да нет, ну не 40, конечно, но минут 30. В общем, искал стоянку, где остановиться, где машину можно на дороге поставить свободно. Так, вот, даже поцелуйчики дает. Это уже собак. О. Чмокнул в щечку, в носик и на прогулку собак повел. Сейчас вам расскажу о том, почему в Буэнос-Айресе или во всей Аргентине все дорожает, невзирая на то, что доллар практически стоит на месте. То есть вот он как застрял где-то там около 290 песо за 1 доллар, так он и есть. Но это ничего не значит, инфляция тут под 100% будет к концу года, годовая. И все дорожает каждый день. Сейчас я иду в компьютерный магазин. Это, кстати, ответить на вопрос, так некоторые в чатах говорят: скажите, где хорошие товары продаются, там где-то выбор маленький. Будьте благодарны, что он вообще есть, этот выбор. Что его не то, что там выбор маленький, его может вообще никакого не быть, этого выбора. У нас правительство сильно за доллар бережет, в смысле, чтобы его никто никуда не потратил, чтобы он весь был у них. Так что выбора может и вообще не быть. Смотрите, 194 тысячи кондиционер стоит, а так как скоро лето, будет нужен всем. Девочки на розовых своих мопиках ездят, ну в смысле. Так, наблюдаем, да, что все кабильдо уже покрыто в жакарандах. Тут молодые деревья, жакаранды. Вот эти вот цветочки, это все жакаранды деревья. И на других авенидах весь город уже больше в жакарандах, чем здесь. Здесь пока меньше, то здесь перейдем на следующем светофоре. Потому что тут молодые деревья, а там есть побольше. Так вот, объясню, почему все дорожает и почему выбор маленький товаров всяких. Это потому, что запрещено покупать что-то, импортировать что-то. Почему? Потому что за импорт надо платить долларами. А доллары государство не хочет, чтобы уходило с государства. Потому что у них долгов, они в долгах как в шелках. И всегда надо потом эти доллары, чтобы там отдавать Международному валютному фонду, и чтобы тебе новые кредиты дали, и все это говно. Оно всегда у нас присутствует. Из-за этого товары новые не завозятся. А те, что остаются, те дорожают. Вот Макдональдс, и кому Макдональдсу не хватает. А это что? Иду в компьютерный магазин, только что перед этим с ним разговаривал, с товарищем своим. Он мне рассказывал историю, говорит: слушай, Леон, прикидываешь, говорит, сейчас перейдем, потом расскажем, а вы пока посмотрите. Это, кстати, видите, мясо, куски, ребра, все. Это ездят такие машины по мясным магазинам, собирают огрызки всяких ребер, тут же секут, тут же развозят, трощат и потом, ну там на корм свиньям или кому там они дают эти вот остатки мяса, у них ребер всяких. Но это обычное явление, такие сборщики. Ну все, я думаю, сейчас переключится уже. Можно топать. Так вот, поговорили. И он мне рассказывает историю. Говорит, в среду звонит поставщику компьютерной техники, которую он закупает, его магазин закупает. И хотел он взять корпуса для компьютеров. И корпуса для компьютеров тот ему прислал прайс-лист, как это там правильно, ну, в общем, цены прислал. И цены были, корпуса стоили $80 в долларах, да? Ну, потом каждый переводит эти доллары на тот курс, когда продает, и все такое. В общем, корпуса были $80. На среду пришло много народу покупать запчасти. И я, говорит, заказ не сделал. И был занят. А потом решил на следующий день, в четверг, делать заказ на корпуса. Вот. Звоню ему заказывать корпуса, он говорит, они стоят $90. Ну, он говорит, ты что-то ошибаешься, ты вчера говорил, что стоят $80. Мне, говорит, уже подорожали, меньше корпусов остается, большая цена. И мне рассказывает, говорит, а знаешь, сколько они стоили уже те же самые корпуса у того же самого человека, у того же самого поставщика уже в понедельник. Они стоили уже $125.
Так что сейчас я диск заказывал, он говорит, подожди, я сейчас посмотрю, сколько стоит сегодня этот диск, потому что цены меняются вот так. Я говорю, так доллар же на месте-то стоит, практически 290, никуда не сдвигается. Да, говорит, доллар не сдвигается, но меркадерия, то есть товары сдвигаются, товаров не хватает, товаров нет, новых поставок нет, соответственно, все, что остается с поставок, оно каждый день дорожает. Вот вам подорожание в Аргентине в долларах. В среду было 80, а в понедельник стало 125. Один и тот же товар у одного и того же поставщика.